Всем привет! Наносим декоративную штукатурку. Образец очень интересный. Эта идея не моя. И она уже была попытка заснять другими руками, но потерялись кадры. Поэтому будем сегодня наносить со мной. Вариант интересный, простой, с помощью шпателя всего лишь. Стена должна быть хорошо подготовленная, шпаклеванная и окрашенная. Мы сейчас, грунтовать, конечно, не забываем. Мы сейчас окрасим. Краска используется как выравнивание цвета стены и защищает от впитывания. Краску под штукатурку обязательно под эту. Мы используем мармора, это аналог венецианской штукатурки. Выдерживает более плотные слои. Как раз сейчас у нас слой и будет более плотный, чем у венецианки. То есть небольшую фактуру создадим с помощью шпателя. Обязательно рекомендую посмотреть до конца. Так, что еще в этом видео? Пока крашу, в промежутке буду рассказывать. Пришла к выводу, что я все-таки в кадр-то не очень помещаюсь. То есть я не помещаюсь в кадр, а хотелось бы помещаться. И я решила, что я буду пробовать снижать вес. И, наверное, может быть, мне это будет делать легче вместе с вами. А может быть, кому-то этот опыт пригодится. Я не знаю, получится или нет, но будем пробовать. И я буду рассказывать вам о том, что я делаю, показывать цифры на весах. А если это кому-то не интересно, вот в этом ролике я сейчас скажу, а во всех последующих роликах буду говорить в конце, чтобы не пудрить мозги тем, кому это не интересно. Так, что я буду делать сегодня? Сегодня я буду просто пить. Пить воду буду сегодня. Я уже это делала, это несложно. То есть в такой разгрузочный день просто пьем. Что пьем? Спиртное мы ни в коем случае не пьем. И вообще на период снижения веса спиртное не пьют по нескольким причинам. Но это вот прямо важно. То есть если вы хотите снижать вес, то спиртное нельзя. Во-первых, это калорийно. Во-вторых, повышает аппетит, то есть хочется все время есть. В-третьих, снижает, скажем так, контроль над собой. То есть блокирует вот эти вот, как их назвать-то, рецепторы или что. Контролировать себя труднее становится. Это вот самые главные причины, по которым на период снижения веса спиртное нельзя. Я не собираюсь ограничивать себя в чем-то, вот это я не буду есть, это я не буду, я все буду, все буду. И вместе будем смотреть, получается ли у меня. Наносим штукатурку и худеем. Вот так будут называться эти ролики. Еще раз повторю, если кому-то эта тема не интересна, значит смотрите название, наносим штукатурку и худеем, и эти ролики не открываете. Но если интересно нанесение, то можете смотреть, информация будет в конце всегда. Что я делала сегодня, сколько у меня получилось или не получилось. Попробуем давайте. Вдруг получится. Краску раскатываем, не оставляя подтеков. И оставляем сохнуть ее часа на 4. И продолжим нанесение уже непосредственно декоративной штукатурки. Напомню, способ достаточно несложный, с помощью всего лишь шпателя. И он не будет выглядеть колхозным. Не будет колхозным. Мне кажется, он должен симпатичным быть. Все, покрасили и оставляем сохнуть. Все. Полностью высохла краска. Прошло пару часов буквально. Так, что нам нужно для нанесения? Декоративная штукатурка мармора и 2 шпателя. Один поменьше, второй побольше. Пробуем. Наносим шпателем тонкий слой мармора. Не забываем про уголочки, повторяем все время одно и то же.
Поменяла шпатель. Взяла побольше. Вот эти вот нам пупырышки нужны. Вот, пупырышки. Вот такие пупырышки нужны. То есть наносите, держите шпатель за ручку прямо, чтобы он сам по себе там шевелился на стене. Без нажима. Где не получается, тут же подсняли и снова. Вот так. У меня не промешана штукатурка. То ли это хорошо, то ли плохо, неизвестно. То есть вот так. Наносим и наклоняем шпатель. Вот так вот держим. Далеко ручку. Вот так. Не нравится что-то, подснимаете и тут же по новой. То есть вот излишки сняли и этим же самым материалом снова вот тянем. Пока сыро, шпателем вот так протягиваем. Шпатель держим за ручку, чтобы он свободно вот так вот по стене, без давления. Пот в данном случае будет примерно, я думаю, что грамм 700. Так, последний участок у нас, мы его сейчас доделаем и полностью оставим сохнуть до завтрашнего дня. Ну, либо до вечера, как у нас пойдет. Я думаю, что у нас-то это до вечера, а вам-то лучше уж до завтра. Не торопитесь. Так, здесь у нас некрасивые полосы.
Ну, я думаю, что давайте оставим, не будем больше мучить этот образец. Он полностью высохнет, и мы посмотрим, что с ним можно сделать дальше. Полностью высохла штукатурка, и мы ее слегка зашкурили, зашлифовали, кому как приятно слышать. В каждом регионе, наверное, разные, да, слова. Шкурка у нас шкурят, а где-то шлифуют, но это не важно. В общем, вот так слегка верхушечки подсняли. И обеспылили. Ну, обеспылить, я так думаю, что можно влажной тряпочкой, грунтовать не нужно. Давайте уберем пыль. Вот таким вот образом обеспыливаем. Грунтовать мы не будем. И смотрите, как намочим, да, и сразу же рисунок появляется. Может, и так и оставим уже, и не будем ничего делать. Просто периодически будем смачивать, и все. Так, ну смотрите, цвет у нас красивый, но мы сейчас все испортим. Посмотрите на этот цвет. Сейчас мы его испортим, его не будет. Мы с помощью резинового шпателя, для затирки плитки вот такие шпателя. Ну, вот такой шпателечек резиновый. Вот. Бывший в употреблении. И мы вот такой темный воск, как обычно серый, вот так на шпатель. И погоняем этот воск колерованный по штукатурке. Я покрою целиком. И после высыхания еще пройдемся лазурью по верхушкам буквально. То есть наша цель такая, что в глубине у нас будет фактура видна, а сверху будет немножко поблескивать. Вот так. Почему мы берем резиновый шпатель? Потому что он загоняет в углубление воск, а сверху снимает излишки. То есть никакими губками не нужно наносить, губками не нужно. В общем, с помощью шпателя резинового. Уголочки тоже внимательно смотрим. Не оставляем пустых мест. Вот так. Очень легким нельзя, конечно, этот образец назвать, потому что, скажем так, шпателем создавать фактуру нужно немножко приноровиться. То есть поймать руку, вот как держать. Направление руки и нажим, поворот. Воск высохнет достаточно быстро, буквально час, и мы уже покроем верхушечки лазурью, если получится. Цвет можно использовать любой. Не обязательно вот взять голубой или серый, вообще не важно. Можно белую штукатурку наносить, а сверху колерованным воском, например. Или можно штукатурку колерованную нанести яркую, а сверху просто воск с лазурью, чтобы только перламутром отливало. Расход штукатурки примерно 500-700 грамм. Расход воска здесь примерно 100 грамм. Это на квадратный метр. Вот так.
Так, ну и что у нас? Пятнами, не пятнами? Я думаю, что придираться не будем. Лазурь еще нам добавит эффекта и скроет какие-то недочеты. Ждем высыхания. И покроем лазурью. Ну, и теперь после высыхания уже непосредственно воска, ну, такой образец, в принципе, неплохой. Меня устраивает. Я нанесу бриллиантовую лазурь, серебро. И сначала попробую по верхам, но я очень сильно сомневаюсь, что получится. Если нет, значит покроем полностью. Мне бы хотелось, чтобы внутренние части, вот уже не получается, мне бы хотелось, чтобы внутренние части оставались черными, а верхушки белыми, ну, фу, серебристыми. Черти что уже болтаю. Нет, не получается? Нет? Ну ладно. Давайте тогда целиком. Целиком просто кистью наносим сплошной слой. Можно валиком, в принципе, накатать. Так, покрываем, покрываем. Очень плохо, что не получается. Слишком маленький объем. Хорошо было бы по верхам, да? Вы согласны с этим? Хорошо было бы по верхам. Так, давайте попробуем растушевать. Вот у этой лазури бриллиантовой, у нее такие искрящиеся частицы. По идее, этот перламутр должен высохнуть и стать прозрачным. То есть темное будет видно и будет мерцать серебристыми частичками. Также я хочу напомнить, что я занимаюсь снижением веса и буду делиться с вами в последующих роликах результатами. Сегодня я стараюсь пить воду, а завтра я буду питаться часто и помаленьку. Ни в чем себя не ограничивая, кроме, ну, часто, это вот важно, часто, потому что наша, грубо говоря, диета, это вот мы с утра встали, позавтракали и до вечера мы на работе. А вечером приходишь и закладываешь. Все, как положено. Вот и результат. То есть буду пробовать и буду с вами делиться. Сегодня вес мой на весах 90,5 килограмм. При росте 160. Это очень много. Это уже тяжело. И как бы пора уже что-то делать с этим. Каждое видео, даже каждые полкилограмма я буду с вами делиться, получилось или нет, и что я для этого делала. Может быть, это кому-то пригодится. Вот это готовый результат. Цвет может быть любой. Декоративную штукатурку можно заказать у нас, перейдя по ссылкам в описании. Мы полностью поможем вам рассчитать объем и отправим в любой регион России, а также у нас уже практика есть и в Казахстан мы отправляли. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Ну и все, всем пока.